Здравствуйте! В этом выпуске я поделюсь еще одним способом, как можно сделать воздушные цветы для украшения торта из рисовой бумаги. Такие цветы делаются достаточно просто, а на торте выглядят очень эффектно. Также напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. Ну и не забывайте подписываться на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить что-то новое. Для цветов будем использовать рисовую бумагу. Она продается либо в супермаркетах, либо в магазине для кондитера. Сначала приготовим жидкость для пропитки. Берем 50 граммов обычной воды и сюда добавляем 1 кофейную ложку глицерина. Хорошенько смешиваем. Как вы уже понимаете, эту жидкость также можно окрашивать. Желательно использовать гелевые красители для того, чтобы лепестки сохраняли свою прозрачность. Для стебельков будем использовать обычную проволочку, также продается в кондитерском магазине. Можно взять номер 24 или 22. Я ее разрезаю на 3 части. Длина отрезков может быть разная. И теперь на конце проволочки нам нужно сделать небольшую петельку. Вот так выглядит эта петелька. На этой петельке будем делать сердцевинку для цветка. После этого берем один лист. Я сначала разрезаю на такие тонкие полоски. Но перед этим вы должны, конечно, знать, какого размера будут у вас лепестки. Соответственно, какого размера вы будете делать цветы. У меня цветочки будут небольшие. Теперь будет удобнее вырезать лепестки. Я даже не намечаю лепесток, а вот прямо вживую так вырезаю. У основания лепестка обязательно должен быть вот такой острый уголок. В дальнейшем это нам позволит правильно склеить цветок. У меня цветы будут небольшие, и на каждом цветке будет по 3 лепестка. Поэтому вырезаю с таким расчетом на один цветок 3 лепестка и буду делать 4 цветка, то есть 12 штук. Вот, теперь я сортирую лепестки, чтобы они были более-менее подходящие по размеру. Беру жидкость для пропитки, уже окрашенную. Я ее окрасила в 2 цвета, голубой и пурпурный. Для смачивания лепестков я использую небольшой кусок поролона. Смачиваем в окрашенную жидкость и хорошенько отжимаем, чтобы губка была влажной. И теперь проходимся по каждому лепестку с 2 сторон. Сильно смачивать не нужно, вот и слегка смачиваем, чтобы рисовая бумага увлажнилась, но не была слишком влажной, потому что потом будет очень долго сохнуть. Если у вас возникает проблема с рисовой бумагой при нарезке, если она крошится, то в описании под видео есть ссылка, как привести рисовую бумагу в рабочее состояние. Ссылка будет в описании под видео. Видите, голубые лепестки, которые я проработала жидкостью, они вот начинают как бы скручиваться. С одной стороны хорошо, они похожи на изогнутые лепестки, но все-таки здесь зависит, какой цветок у вас задуман. И если вам не нравятся вот такие скрученные лепестки, хотите более ровные, тогда нужно еще раз слегка увлажнить. После этого оставляем лепестки на минут 5, чтобы рисовая бумага хорошо увлажнилась. Для сердцевинки мы можем использовать отрезки, которые у нас остались, или специально нарезать вот тонкие полосочки. Эти кусочки уже надо хорошо увлажнить. Вот прямо так хорошо макаем в жидкость для пропитки. Выкладываем на коврик и также оставляем на минут 5, чтобы рисовая бумага стала такой очень мягкой, будет очень податливая. Теперь берем отрезок проволочки и наматываем на петельку кусочек рисовой бумаги. Видите, как она хорошо увлажнена и как она накручивается на... Не нужно ни клея, ни дополнительно смачивать. Все хорошо получается.
Вот теперь формируем такой как бы сердцевинку такой, в виде капельки. Намотали сердцевинку и не ждем, чтобы оно высохло. Прямо сразу приклеиваем лепестки. Но только в том случае, если лепестки держат форму. Если они очень гибкие и мягкие, форму не держат, тогда нужно еще подождать, чтобы лепестки держали форму. Защипываем пальцами, чтобы лепестки хорошо держались. И вот у нас прямо на глазах создается вот такой интересный цветок. Этот вариант цветов получается более легкими и более воздушными. В предыдущий раз я показывала, как делаются цветы. Они были большими, и я их делала на шпажке, используя тайп-ленту. Но в этот раз все намного проще. Ставим на сушку. Я использую обычный пенопласт, обтянутый пищевой пленкой. Оставляем на минут 30. После этого будем еще немножко тонировать. И если вам нужны лепестки более ровные, не такие изогнутые, как у меня получились, их нужно еще раз немножко увлажнить, как бы. Вот прямо влажными пальцами можно пройтись по лепестку, и видите, он выравнивается, и оставить так, чтобы он немножко подсох. Для дополнительного тонирования ту же окрашенную жидкость делаем более ярче. Добавляем еще немного красителя. Делаем жидкость более насыщенной. Для тонирования можно уже брать кисточку. Макаем в жидкость окрашенную, как бы хорошо отжимаем, чтобы не было слишком много влаги. И наносим в некоторые места по лепестку более яркий тон. Наносим окрашенную жидкость. И сразу снимаем лишнюю влагу пальцами, либо сухой губкой, чтобы влага не оставалась на лепестке, потому что лепесток будет опадать. Вот забираем лишнюю влагу. Сам краситель растирается по лепестку, а влагу мы убираем. Либо для тонирования можно использовать окрашенный спирт. Тогда не нужно будет растирать, спирт очень быстро высыхает. Эффект будет, в принципе, один и тот же. То же самое с голубым цветом. Тоже жидкость докрасила, добавила еще немного голубого. И также вот с помощью кисточки местами тонирую, делаю более яркий голубой. И сразу растираем, водичку снимаем. Остается только краситель. После тонирования всех цветов снова ставим на пенопласт, для того, чтобы они подсушились на минут 30. А после этого можно сразу использовать на торт. Торты с таким декором спокойно можно держать в холодильнике. Цветы не деформируются. Также такой декор можно приготовить заранее и держать в плотно закрытом контейнере до 30 дней в помещении. Цветочки действительно делаются очень быстро и действительно эффектно смотрятся на торте. Единственный минус этого декора, я бы сказала, это то, что он невкусный. Его кушать можно, но на вкус он абсолютно никакой. Напоминаю, что вся нужная информация есть также в описании под видео. Не забывайте также подписываться. Знайте, что я работаю над новыми идеями, а также экспериментирую. Так что впереди будет много интересного и полезного. Говорю всем до свидания, до следующего выпуска.